Латвия и Эстония делят первое и второе места в мире по экспорту фанеры в пересчете на душу населения. Литва – четвертый в Европе поставщик мебели и фурнитуры для гиганта IKEA после Германии, Польши и Италии. Наконец, Эстония и Литва занимают первое и второе места в мире по абсолютному экспорту сборных деревянных домов. Это только самые крутые достижения лесообрабатывающей промышленности стран Балтии. Хотите знать о ней больше? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые ютубозрители. Меня зовут Андрей Деменков, и я продолжаю рассказывать вам о реальной Балтии, а не той, которую насочиняли российские пропагандисты и их многочисленные подпевалы на просторах ютуба. В конце июля вышло первое видео большого обзора обрабатывающей промышленности Эстонии, Латвии и Литвы. В нем я рассказал о том, что представляла из себя отрасль под конец советской эпохи, с какими трудностями столкнулась в начале 90-х, когда была открыта мировому рынку, как впоследствии эволюционировала и каких успехов достигла к настоящему времени. В основном я опирался на общие данные статистики. Затем в августе была вторая часть, посвященная пищевой промышленности, главный упор в которой я сделал на показательные примеры наиболее крупных и интересных предприятий в Эстонии, Латвии и Литве. В сентябре вышел рассказ о легкой промышленности и индустрии строительных материалов стран Балтии, как и ранее, с примерами наиболее показательных местных предприятий. В комментариях меня упрекнули в том, что я забыл упомянуть производителей чулочно-носочных изделий. Это не так. Просто упоминать нечего. Да, более сотни работников эстонской фирмы Сува выпускают в год порядка 3 миллионов изделий. Звучит внушительно. Только сколько стоят эти изделия? Годовой оборот предприятия едва превышает 2 миллиона евро. Это совсем не тот масштаб, который заслуживает упоминания. На грани микропредприятия по классификации ЕС. У рассматриваемых в сериале производителей нижний порог на порядок выше. Теперь настал черед лесоперерабатывающей промышленности, одной из ведущих во всех 3 странах. Спонсоры проекта уже не только посмотрели первую версию, но один из них под ником Т даже подсказал несколько названий крупных литовских компаний, о которых я до этого не знал, за что ему большое спасибо. Пришлось сделать новое, значительно дополненное видео, но теперь это более интересный и достоверный выпуск, который получился настолько объемным, что пришлось поделить его на 2 части. Сегодня в открытый доступ поступила первая половина. Из нее вы узнаете о том, что представляет из себя лесообрабатывающая промышленность Эстонии, Латвии и Литвы в общих чертах, а также какие есть крупные и интересные предприятия по выпуску фанеры и продукции общей деревообработки. Итак, введение в тему. Лес – одно из важнейших природных богатств стран Балтии. В Эстонии в 2023 году было заготовлено свыше 10 миллионов кубометров древесины, в Латвии 13, а в Литве 8. Поэтому неудивительно, что все они обладают мощной лесоперерабатывающей промышленностью. К сожалению, собрать полную статистическую картину из открытых источников у меня не получилось. Тем не менее, чтобы понять, насколько масштабна в странах Балтии лесоперерабатывающая промышленность, достаточно и тех данных, которые я представил в этой суженной сводной таблице. Данных по обороту, как видите, в ней нет. Но экспорта вполне достаточно. Уже по этим миллиардам понятно, что лесообработка у всех 3 стран мощнейшая. Общий оборот в зависимости от страны еще на 20-30% выше. В Эстонии, даже несмотря на сильный спад последних лет, суммарный экспорт в 2024 самую малость не дотянул до 3 миллиардов евро. Всего в производстве пиломатериалов, целлюлозно-бумажной продукции и мебели было занято 26 тысяч человек. Латвия в том же 2024 вывезла продукции деревообработки и мебели на 3 миллиарда 400 миллионов евро. К слову, это крупнейшая промышленная отрасль страны, в которой занято около 38 тысяч работников, а в пересчете на ВВП она дает около 6,5%. В Литве вклад отрасли в ВВП скромнее, около 5%. Однако, поскольку сама литовская экономика гораздо больше, численность занятых в 2024 достигала внушительных 68 тысяч, а суммарный экспорт превысил 4 миллиарда евро. По таблице видно, что структура отрасли у всех стран разная. В Латвии резко преобладает деревообработка, производство пиломатериалов, фанеры, плит ДСП и так далее. Литва создала мощный мебельный сектор. У Эстонии мебельное направление тоже неплохо развито, но деревообработка все же сильнее. Итог прост. Лесообработка в Балтии
Это не только про бревна и доски. Это широчайший ассортимент продукции, миллиарды евро, десятки тысяч рабочих мест в каждой стране и заметный кусок внешней торговли. А в Латвии еще и отрасль-символ, без которой экономика выглядела бы совсем иначе. Высокоразвитая деревообработка во всех проявлениях имеет даже большее значение для экономики страны, нежели пищевая промышленность или машиностроение. Поскольку Латвия традиционно особенно сильна в производстве фанеры, занимает первое место в мире по экспорту на душу населения, второе у Эстонии, третье у Финляндии, то неудивительно, что и ведущие предприятия отрасли в стране специализируются на этом товаре. Latvijas Finieris – крупнейшая в странах Балтии компания по производству фанеры и изделий из нее. Свою историю отсчитывает аж с 1873 года, когда было основано деревообрабатывающее предприятие Latvijas Berzs, которое производством фанеры занялось в 1909 году. Современная история началась в 1992 с приватизации советского объединения из 3 заводов и создания закрытого акционерного общества. На сегодня это большой концерн, который включает предприятия в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии. Всего занято около 2300 работников, в основном в Латвии. В год потребляется свыше 1 миллиона кубометров березовой древесины, основного рабочего сырья. В 2023 году оборот Latvijas Finieris составил 405 миллионов евро. Экспортируется около 95% продукции. Поставки идут более чем в 60 стран, включая Германию, США и Японию. В 2024 году предприятие установило собственный рекорд по объемам продаж фанеры – 309 тысяч кубометров. Latvijas Finieris регулярно инвестирует в модернизацию. За последние годы обновлено оборудование на основных заводах, расширены мощности по производству березового шпона. В 2023 году компания получила национальную премию «Экспорт Чемпион» за вклад в развитие внешней торговли Латвии. Концерн уделяет внимание экологичности производства. Активно используется древесина из сертифицированных лесов, внедряются технологии сокращения выбросов углекислого газа. В 2023 на одном из заводов запущена линия по производству фанеры с использованием клеевых составов на биологической основе, что снижает углеродный след продукции. Более развернутый обзор Latvijas Finieris был на канале в начале сентября. Ссылка должна мелькнуть на экране, другую можно найти в описании этого видео. Другой крутой производитель фанеры в Латвии – основанная в 1994 году компания Stiga RM. Действует как интегрированная группа в лесной и деревообрабатывающей отрасли, от управления лесами и закупок древесины до производства фанеры и пиломатериалов. Принадлежит латвийским владельцам. Основной производственный актив – березовый фанерный завод в Кулдиге, где в 2023-2025 годах реализован проект модернизации на 22 миллиона евро, в том числе с государственной поддержкой. В 2024 году группа реализовала инвестиционную программу общей стоимостью около 37 миллионов, включая расширение лесного фонда и диверсификацию производства. За 2024 год консолидированный оборот группы составил 97 миллионов евро. Основной акцент – выпуск фанеры 100% березовой, а дополнительные изделия, пиломатериалы и другая продукция дополняют портфель. Компания стремится повысить долю высокопередельной продукции и снизить зависимость от низкоценовых сегментов. Продукция поставляется в 50 стран мира. Как я уже говорил ранее, Эстония наряду с Латвией входит в тройку мировых лидеров по экспорту фанеры в пересчете на душу населения. А крупнейшая фанерная фабрика Эстонии УПМ Kinmine Ortepää в Отепе входит в состав финской группы УПМ Plywood. Годовая мощность предприятия после расширения и модернизации в 2016 достигает 90 тысяч кубометров березовой фанеры марки Visa для строительства, транспорта и промышленного применения. В 2023 году предприятие показало при 265 занятых рекордную за десятилетие выручку 87 миллионов евро. Estonian Plywood AS входит в Lemex Group, который принадлежит эстонскому капиталу. Завод в Viruere, Jõgevamaal, один из самых современных в Северной Европе, был построен в 2018 году. Около 180 работников занимаются производством крупноформатной березовой фанеры для строительства и промышленности. Выручка в 2023 году превысила 60 миллионов евро. Нельзя не упомянуть Kohila Viiner Oy, дочку латвийского концерна Latvijas Finieris, о котором я уже рассказывал. Находится в поселке Kohila и является крупнейшим работодателем Раплама, обеспечивая работой до 220 человек. Выпускает фанеру марки Рига. Свыше 90% продукции экспортирует в 54 страны.
Выручка в 2023 году превысила 52 миллиона евро. ПАТА АБ – один из крупнейших лесопромышленных холдингов Латвии. Основан в 1999 году, принадлежит латвийскому капиталу. В структуру входят предприятия по лесозаготовке, деревообработке, выпуску пиломатериалов, пеллет и топливных брикетов. Холдинг управляет более чем 130 тысячами гектаров лесов. Продукция экспортируется в более чем 40 стран, включая Великобританию, Германию, Данию и Нидерланды. На предприятиях ПАТы занято около 900 человек. Годовой оборот в 2024 превысил 235 миллионов евро. Компания активно инвестирует в модернизацию производства и логистики, внедряя технологии глубокой переработки древесины. К числу наиболее крупных игроков на рынке также относится предприятие Kronospan Riga, основанный в 1969 году бывший завод Болдерая. С 2004 года входит в международную группу Kronospan с центром в Австрии, одного из крупнейших в мире производителей древесных плит. Мощности предприятия позволяют выпускать ежегодно сотни тысяч кубометров древесных плит для напольных покрытий, мебели и сборных домов. На заводе занято более 250 работников, которые в 2023 году произвели продукции на 223 миллиона евро. 90% идет на экспорт. Компания Vica Wood CA основана в 1995 году и является одним из крупнейших производителей пиломатериалов Латвии. Основное предприятие расположено под Тукумсом. Завод перерабатывает в год до 300 тысяч кубометров древесины хвойных пород, в основном ели и сосны. На предприятии занято около 140 человек. В 2024 году оборот компании достиг 72 миллионов евро, что на треть выше, чем годом ранее. Около 75% продукции экспортируется в страны Западной Европы, прежде всего в Германию, Великобританию и Австрию. В начале 2025 года Vica Wood была приобретена австрийской HS Timber Group, что открыло доступ к новым инвестициям и обеспечило интеграцию в международной цепочке поставок. Компания Rettenmeier Baltic Timber CA работает в Латвии с 2007 года и входит в немецкую группу Rettenmeier Holding AG. Производственный комплекс расположен в Инчукалсе под Ригой и считается одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны. Основная продукция – пиломатериалы, строганные и клееные изделия, конструкционная древесина для строительного и бытового сегмента. В 2023 году предприятие показало оборот в 67 миллионов евро, в штате около 240 сотрудников. Завод способен перерабатывать в год свыше миллиона кубометров древесины и регулярно модернизируется. Введены новые линии распила и сортировки, цех строгания и когенерационная установка на биотопливе. Производственные отходы используются для выработки тепла и электроэнергии, что делает предприятие одним из наиболее энергоэффективных в отрасли. Финско-шведская группа Stora Enso ведет бизнес во всех трех странах Балтии, но в Эстонии ей принадлежит крупнейший в регионе лесопильный завод в Имавере. Лесопилку поменьше, в Няпе, на которой работало около сотни человек, из-за проблем в отрасли последние пары лет недавно пришлось закрыть. Сейчас в эстонском подразделении занято порядка 600 работников, еще пару лет назад их было 800. Но заводу в Имавере, по словам финского руководства, ничто не угрожает, его наоборот будут всячески развивать. Там производятся классические пиломатериалы, сращенные двери, компоненты окон, клееные балки и отопительные пеллеты. По данным на 2023 год, завод в Имавере выпустил более 500 тысяч кубометров пиломатериалов, а совокупная выручка эстонского подразделения Stora Enso составила 210 миллионов евро. Продукция экспортируется в более чем 20 стран, включая Японию, Великобританию и Германию. Предприятие активно инвестирует в проекты по сокращению выбросов углекислого газа и повышению энергоэффективности. В 2022-2024 годах на модернизацию оборудования было направлено более 15 миллионов евро. Завод JELD-WEN ST в Раквере – крупнейшее предприятие американского концерна JELD-WEN в Балтии. Выпускает широкий ассортимент межкомнатных и наружных дверей, дверных коробок и оконных элементов. В 2023 году численность персонала составила около 650 человек, а оборот превысил 63 миллиона евро. Продукция продается под брендом Swedor и экспортируется в 15 стран, включая Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию. В последние годы внедряются автоматизированные линии и системы энергоэффективного отопления цехов. Барус – один из крупнейших производителей клееных деревянных конструкций в Эстонии.
Компания основана в 1993 году, головное предприятие находится в деревне Велиярве, Вирума, и принадлежит эстонским владельцам. Основное направление – производство клееных балок и элементов для строительства. Годовой выпуск составляет около 115 тысяч кубометров клееной древесины. Продукция Барус экспортируется более чем в 20 стран, включая Великобританию, Германию и Японию. В 2022-2023 годах оборот компании держался на уровне 110 миллионов евро. Количество сотрудников в это время сильно колебалось из-за кризиса и сокращений от 280 до 350 человек. Компания Yodelei УАБ – один из крупнейших производителей пеноматериалов и деревянных заготовок в Литве и Балтии вообще. Основана в 1994 году. Головной офис расположен в Мариамполе. За 3 десятилетия Yodelei превратилась из небольшой семейной фирмы в вертикально интегрированный холдинг, экспортирующий продукцию более чем в 40 стран. Основная специализация – производство обрезных пиломатериалов и заготовок для поддонов, востребованных в логистике и упаковке. Предприятие эксплуатирует 4 современных завода, главный из которых находится в Мариамполе. Суммарная мощность превышает 700 тысяч кубометров древесины в год, а численность персонала около 1200 человек. Почти вся продукция идет на экспорт. Основные рынки – Германия, Италия, Польша и страны Бенилюкса. В 2023 году оборот компании составил 148 миллионов евро. При этом Yodelei активно инвестирует в расширение и автоматизацию. Недавно введенный в строй завод в Vilkaviškėse стал одним из самых технологичных в регионе, с полным циклом обработки и сушкой древесины. Компания считается образцовым примером модернизации лесопильной отрасли в Балтии. Литовское предприятие Bauer Group Lietuva УАБ, ранее Boeing Lietuva, часть швейцарско-германского концерна Bauer Group, специализирующегося на производстве паркета и напольных покрытий. Компания работает в Литве с 1998 года, расположена недалеко от Вильнюса и является одним из крупнейших производителей паркета в Европе. На предприятии выпускаются трехслойные паркетные доски премиум-класса, поставляемые более чем в 50 стран. Основные рынки – Германия, Норвегия, Швейцария и Великобритания. В 2024 году оборот компании достиг 159 миллионов евро. Численность персонала около 700 человек. Bauer Group Lietuva активно внедряет принципы зеленого производства. Предприятие работает на биотопливе, перерабатывает все древесные отходы и использует только сертифицированную древесину. Компания имеет репутацию одного из технологических лидеров литовского деревообрабатывающего сектора и служит примером интеграции национального производства в общеевропейскую промышленную сеть. Stora Enso Lietuva УАБ – литовское подразделение финско-шведского концерна Stora Enso, одного из мировых лидеров в производстве древесных материалов, бумаги и упаковки, уже дважды упоминавшегося ранее. Завод был основан в 1994 году и располагается под Каунасом. Основное направление деятельности – производство древесных панелей и компонентов для строительной и мебельной промышленности, в том числе клееных плит и фанеры. Предприятие ориентировано преимущественно на экспорт в страны ЕС и Скандинавии. Оборот в 2024 году составил около 94 миллионов евро, численность персонала – порядка 400 сотрудников. Компания известна высокой степенью экологической ответственности, использует сырье из сертифицированных лесов, внедряет технологии утилизации отходов и энергоэффективные решения. Входит в цепочку поставок крупнейших строительных и мебельных брендов Европы. Homanit Lietuva УАБ – одно из новейших крупных предприятий литовской деревообработки. Компания принадлежит немецкому холдингу Homanit Group, производителю древесно-волокнистых плит. Завод в Рокишкесе официально открыт в 2024 году после многолетнего инвестиционного цикла на сумму 215 миллионов евро, что делает ее одной из крупнейших за все постсоветское время не только в Литве, но и во всей Балтии. Homanit Lietuva – это высокоавтоматизированное предприятие полного цикла с собственной системой энергообеспечения и экологически чистыми технологиями переработки. Ожидаемый годовой оборот после выхода на полную мощность – 180-210 миллионов евро, штат около 400 работников. Завод ориентирован исключительно на экспорт, прежде всего в страны ЕС и Скандинавии. Ввод предприятия стал одним из крупнейших промышленных проектов в северо-восточной Литве за последние десятилетия и существенно усилил позиции страны на европейском рынке древесных плит. Датская компания Davista специализируется на производстве окон и дверей и принадлежит группе VKR Holding, в которую также входят бренды Velux и Rationel. Литовское подразделение было основано в 2008 году и расположено в Мариамполе. Здесь построен один из крупнейших оконных заводов в Европе, работающий по принципам бережливого и экологически чистого производства.
Основная продукция – деревянные и деревянно-алюминиевые окна, поставляемые на рынки Северной Европы, Германии и Великобритании. В 2024 году оборот компании составил около 47 миллионов евро, штат – порядка 500 сотрудников. Дависта рассматривает литовскую площадку как ключевой экспортный центр группы ВЕС с возможностью дальнейшего расширения мощностей в ближайшие годы. Итак, надеюсь, вы получили достаточно ясное представление о том, что представляет из себя лесообрабатывающая промышленность стран Балтии в целом, насколько она мощная и разнообразная. Приведенные многочисленные примеры только ряда наиболее крупных компаний и предприятий, полагаю, наглядно показали, что стоит за крутыми цифрами производства фанеры и общей деревообработки. Но тема все еще не закрыта. Впереди вторая часть, в которой вас ждет рассказ о ведущих в регионе производителях сборных деревянных домов, мебели и целлюлозно-бумажной продукции. И их тоже много. До новой встречи!